В 1830 году Глубокое, село в Псковской губернии, приобрел князь Дондуков-Корсаков. Именно ему Пушкин посвятил эпиграмму «В Академии наук заседает князь Дундук». Дондуков завещал Глубокое в качестве приданого своей дочери Софье, в замужестве Гейден. Граф Гейден Петр Александрович, видный политический деятель, в отставке поселился в Глубоком, где всерьез и с успехом занялся сельским хозяйством. Но первая русская революция вернула его в столицу, а в 1907 внезапно наступила кончина. В годовщину смерти Гейдена село посетил, выражая глубокое уважение к Петру Александровичу, сам Столыпин, годом ранее начавший так и оставшуюся незавершенной аграрную реформу. Стремительное разорение усадьбы началось сразу после Октябрьской революции. В газете «Красный набат», вышедшей в августе 19-го, напечатаны были строки: «В Опоческом уезде есть имение Глубокое, оно отведено под советское хозяйство, но барский дом в заброшенном виде, все ценные вещи разграблены, имеющийся при имении фанерный завод также забыт и заброшен. Хорошие, новые станки, которые могли быть приспособлены к другой работе, стоят без применения, приходят в негодность». В Академии наук заседает князь Дундук. Великие поэты пишут строки на все времена, когда не умеющего читать Трофима в 13 лет все же отдали в школу, дающую 2 класса образования. Кто полагал, что в 1921 Лысенко окончит и среднее училище садоводства, а дальше его подхватило время. В 1922 он поступает в Киевский сельскохозяйственный институт. Проходят годы. Деятельный Трофим Лысенко предлагает новый термин – ярвизация для технологии предварительного охлаждения семян перед посевом. Этот прием был известен еще с 1854 года, но в массовой практике не применялся, что, вероятно, и сделало возможным его открытие для советской науки. Простой, необразованный на деле агроном предстал как гений из народа. Генетика сыграла свою роль, и в 1938 году отвергающий законы Менделя крестьянский сын стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук вместо Вавилова, пониженного в должности и вскоре арестованного. Началось массовое преследование ученых-генетиков, отстаивающих классические взгляды. Многие, опасаясь ареста, по собственной инициативе примыкали к репрессивной кампании, изобличая противников лженаучных воззрений. Выживали приспособленцы. Такой искусственный отбор, такая селекция. Крестьяне в те годы, за исключением разве что Лысенко, еще не были учеными. Плохо усваивали они голодные уроки советской власти. В 1930-м урожай по Союзу вышел на редкость хорошим, и в 1931-м распоряжение дали собрать еще больше. А тут засуха. У крестьян, конечно, оставались запасы, однако, выполняя нереальный план, большевики принялись изымать все, подчистую. Испокон веков, случись в родном крае беда, люди уходят. Но чтобы не допустить развала колхозного строя, закрыли выезд из хлебородных, а значит тех, где планы были самыми большими районов. Наиболее страшным голод был именно в них. Умирали там, где собирали хлеб. Другая причина начавшегося голода 1932-33 годов крылась в экспорте зерна. Советский Союз, наверстывая промышленное отставание, приобретал у Запада и оборудование, и лицензии на производство.
Нуждаясь в источниках валюты, СССР пытался вернуть позиции на мировом зерновом рынке. В августе 30-го Сталин писал Молотову: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». В том году было экспортировано 4,8 миллиона тонн. В неурожайный 31 год 5,2 миллиона, а в 32-м 1,8. Почти 2 миллиона тонн зерна давали возможность прокормить по нормам благополучных лет 7 миллионов человек, а по насущным условиям голода спасти от страшной смерти значительно больше. Но если унесший миллионы жизней экспорт зерна был продиктован строительством социалистического государства, почему СССР, несмотря на приоритетное развитие именно сельского хозяйства, стал закупать зерно за границей? Незадолго до смерти Сталин заявил на заседании Президиума ЦК: «Я предупреждаю, что в последний раз подписываю годовой план с расширением посевных площадей. Надо идти по пути интенсификации сельского хозяйства. Надо с меньших площадей брать больше продукции». Хрущев опрокинул и этот курс, начав освоение целинных земель и насаждение кукурузы, занявший четверть пахотных земель страны. Урожайность у царицы полей высокая, но климат Советского Союза в основном холодный, оставлял кукурузу невызревшей, а почвы после нее полностью истощенными. Первый же целинный урожай принес 60 миллионов тонн дополнительного зерна, однако бездумная распашка вызвала эрозию почв, и уже к 1962 году эффективность новоосвоенных площадей снизилась на 65%. На целину была переброшена лучшая сельхозтехника, что обескровило исконно-зерновые районы, но собранный хлебород на ней попросту гнил, не было элеваторов, в которых зерно из приемных бункеров ковшовыми нориями поднимается наверх, очищается, сушится и тогда уже сбрасывается для хранения в силосы. Портящийся без этого цикла социалистический урожай не позволяли брать в пищу тем, кто осваивал целину, живя в палатках, без водоснабжения и регулярных подвозов продовольствия. СССР, направивший героические усилия своих граждан на обернувшиеся провалом проекты, получил повод для закупки продовольствия за рубежом. Нужны ли были все эти усилия, или нужен был именно крах сельского хозяйства, ставший возможным лишь после смерти Иосифа Виссарионовича? В счет оплаты зерна пошло золото. На импорт зерновых и мяса всего за 2 десятилетия было потрачено свыше 900 тонн резервного запаса, а с ростом мировых цен на нефть у СССР появился и источник валюты. На смену металлу пришло черное золото. В 70-е годы СССР импортировал уже по 20-40 миллионов тонн зерна в год, главным образом из Соединенных Штатов. В силу растущей зерновой зависимости от Запада советское государство становилось все более сговорчивым во внешней и внутренней политике партии. Партии зерна из кап-стран несли в СССР все больше песка, шелухи и пищи для размышлений. Уже не отделяя зерна от плевел, Союз начинал перестройку.